Южноафриканская республика. Кейптаун – самый большой город государства, в котором роскошь и богатство находятся практически вплотную с бедностью и криминалом. Здесь мы окунемся в историю основания города, которая относит нас во времена великих географических открытий. Посетим топовые локации города и столкнемся с его криминальной составляющей. Он говорит, это просто невозможно, тебя убьют. Это Кейптаун, пожалуй, самый главный город в Южноафриканской республике. А почему я не назвал его столицей ЮАР? Да потому что он не столица, а столица ЮАР – это город Претория. Уверен почти на 100%, что большинство из вас думали, что столица ЮАР – это Кейптаун, ну или Йоханнесбург. Если честно, я и сам так думал. Но сказать, что вы не правы, однозначно нельзя. В Претории располагается правительство страны, при этом судебная власть находится в Блумфонтейне, а в Кейптауне находится парламент. Поэтому ЮАР часто называют страной с тремя столицами. Претория представляет собой высокоразвитый город, в котором соседствует буйная зелень и гигантские небоскребы. Расположена Претория на юге-востоке страны в очень живописной местности, где цепи холмов окружают его с северной и южной стороны. Претория славится огромным количеством цветущих деревьев и кустарников, множеством пальм и разнообразием цветов. Но убедиться лично в этом нам не удалось по двум причинам. Первая – это нехватка времени, а вторая – ЮАР и Африка в целом настолько разнообразная и привлекательная, что сюда я вернусь еще точно, и притом не раз. В 2025 году у меня уже тут запланирована крутейшая дайверская программа, и в планах также мотопутешествие по знаменитой дороге садов. Поэтому Претория будет вам обязательно показана, но чуточку позднее. Йоханнесбург же является крупнейшим стыковочным узлом для большинства авиаперелетов в Южной Африке. Также это самый густонаселенный город Южноафриканской республики. В центре города расположены небоскребы, в которых находятся офисы крупнейших банков, крутые отели, фондовая биржа, национальные промышленные компании, транснациональные корпорации и многое другое. Также есть райончики, в которых появляться белым туристам точно не стоит. Как минимум вас там просто разденут, а как максимум убьют. Все то же самое есть и в Кейптауне, и об этом мы обязательно поговорим, но немножечко позднее. Итак, Кейптаун. Сюда мы прилетели из Зимбабве. И пока мы едем, расскажу некоторые неопровержимые регалии этого города. Кейптаун является самым посещаемым туристом городом Южной Африки. И это правда, так как в популярных местах очень много туристов. Кейптаун – второй по численности населения город Южноафриканской республики. Тут проживает почти 4 миллиона человек. Для примера, в Йоханнесбурге 4,5 миллиона, а всего в стране 59,6 миллионов граждан. Кейптаун – самый большой по площади город в ЮАР. Его площадь составляет почти 2500 квадратных километров. Чтобы обойти все районы города, здесь нужно провести несколько дней. Но прям таки гулять по всем районам я бы не советовал. Кейптаун – самый старый город ЮАР. Васко де Гама обогнул мыс Доброй Надежды 20 ноября 1497 года, но регулярные контакты с европейцами у местного населения начались только в 1652 году после прибытия экспедиции Яна вана Рибека. В том же году под его руководством был основан город и порт Капстад как база обеспечения кораблей голландской Ост-Индской компании свежими продуктами и мясом. И об этом мы позднее будем говорить подробнее. Кейптаун называют самым благоприятным местом в Африке для ведения частного бизнеса. Уникальные природные и климатические условия Южной Африки позволяют местным предпринимателям поставлять свои товары на мировой рынок, сталкиваясь с минимальной конкуренцией. Кейптаун – город-побратим французского города Ницца и российского Санкт-Петербурга. Лично я про это не знал.
Один из самых красивых марафонов в мире проходит в Кейптауне. Марафон двух океанов. Это ежегодное спортивное мероприятие, которое проводится в Кейптауне в субботу в пасхальные выходные. Кейптаун – это популярное место для серфинга. Ежегодно международные соревнования по серфингу Red Bull Big Wave Africa проводятся каждый год в Кейптауне. Это одно из лучших мест для серфинга в мире с отличными волнами. Кейптаун – один из самых безопасных городов во всей Африке. Но и здесь есть неблагополучные районы, куда туристов соваться не стоит, особенно в вечернее время суток. Да, и поверьте мне, есть что к этому добавить, и об этом мы тоже поговорим. Ситуация. И все это ведет к непредвиденным тратам. Но не все так печально, потому что через Яндекс.Браузер вы можете совершать большие покупки и при этом без ущерба своему бюджету. Вот смотрите, в Яндекс.Браузере есть новая фича, которая позволяет купить любой товар прямо сейчас, а оплатить позже равными частями без каких-либо переплат. Оформляйте покупки в сплит через Яндекс.Браузер и делите на 4 части стоимость любого товара. Первый платеж составит всего четверть стоимости покупки. Остальные части выплачиваются в течение 2 месяцев. Надо понимать, что сплит – это не кредит, и с вас никто не возьмет никаких комиссий и процентов. С помощью этой фичи пользователи могут более гибко управлять своим бюджетом и планировать большие покупки на долгий срок. Оплата частями в сплит через браузер доступна практически на всех сайтах для онлайн-покупок. А для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно просто нажать кнопку «Купить в сплит» в адресной строке и следовать инструкции по приобретению товара. Это, кстати, моя новая экшн-камера, и у меня она появилась благодаря этой удобной фиче Яндекс.Браузера оплате частями в сплит. Переходите по ссылке в описании и делайте покупки без сомнений с Яндекс.Браузером. Кейптаун очень разный. Где-то красивый, где-то современный, где-то исторический, где-то безопасный, а где-то и очень опасный. Сегодня мы раскроем все его тонкости. Чтобы понять Кейптаун, нужно понять его историю. А историю в данном случае необходимо подкрепить географией. Потому что история Кейптауна целиком и полностью связана с его географическим положением. В данный момент мы отправляемся на одну из топовых смотровых площадок, с высоты которой все станет понятно. Наш путь лежит на сигнальную сопку. История Кейптауна отправляет нас во времена великих географических открытий. Этот город на южной оконечности африканского континента был открыт благодаря поиску в 15 веке нового торгового пути из Европы в Индию. Перевозки восточных пряностей, специй, корицы, индийское карри, перец, жемчуга, шелка заставили мореплавателей и торговцев из Европы основать в Южной Африке первое поселение Кейптаун, как раз расположенного на середине морского торгового пути, длившегося целых 12 месяцев. Почти 2 столетия территория Кейптауна исследовалась португальскими и английскими мореплавателями, но никто из них не решался поселиться на дикой земле бушменов и готтентотов. 7 апреля 1652 года 200 человек во главе с Яном ван Рибеком вышли на берег Кейптауна. Команду выслали на поиски перевалочной продовольственной базы для голландских судов Восточно-Индийской компании. Это и были первые поселенцы, прибывшие из Голландии, которым суждено было стать началом возникновения новой нации. Сигнальная сопка является популярным туристическим местом, и здесь всегда много туристов, несмотря на то, что здесь, как правило, всегда очень и очень ветрено. Отсюда открывается потрясающий вид на Львиную гору, на Столовую гору. Отсюда мы видим и исторический центр города с его знаменитыми разноцветными домиками, и так называемый бизнес-центр, и, в общем, всю окраину. И также видим морской порт этого города со своими большими кранами-гигантами. Почему сигнальная сопка? Дело в том, что раньше, когда сюда приезжали корабли, чтобы весь город понимал, что приехала почта, продукты, в общем, приехал корабль с новыми людьми,
отсюда, с горы, и подавался выстрел из пушки. И сейчас, по традиции, каждый день в 12 часов пушка стреляет, как бы возобновляя эти прекрасные традиции, которым уже несколько веков. Как я и сказал, отсюда открывается вид на Столовую гору, которая является визитной карточкой ЮАР, украшающей флаг Кейптауна. Достопримечательность внесена во Всемирный список ЮНЕСКО особо охраняемых природных объектов, а ее плоская вершина входит в десятку самых посещаемых туристических объектов в мире. И мы также попытались ее посетить, но из-за сильного ветра фуникулер сегодня не работал, и мы вынуждены были довольствоваться лишь видом сигнальной сопки. На Столовой горе есть 3 популярных пеших маршрута, которые вам откроют потрясающие виды и на Кейптаун, и на бухту, и на 12 апостолов. Но о них позднее. Столовая гора считается одной из 7 новых чудес света. Ее окружают остроконечные скалы. Гора возвышается над уровнем моря на 1085 метров. Ее поверхность словно срезана острым ножом. Это невозможно представить, но именно горячий ветер Африки отполировал верхушку горы до такого плоского состояния. До сих пор ученые спорят, является ли Столовая гора старейшей в мире. Гора – настоящее природное королевство доисторической красоты. Что можно точно сказать, что Столовая гора, по крайней мере, в 6 раз старше Гималаев, что делает ее одной из старейших гор в мире. Одна из версий, почему она так называется, да потому что похожа на стол. Если знаете еще версии, напишите в комментариях, думаю, что всем будет интересно. Для того, чтобы продолжить историю Кейптауна, мы перенесемся в самый центр города, где был построен этими отважными голландцами форт Доброй Надежды. Первое монументальное здание, которое было построено европейцами здесь, на Капском полуострове, в 1666 году, называется вот этой оборонительной крепостью. Изначально это было хрупкое деревянное строение, и только в конце 17 века возвели основательное каменное здание в форме пятиугольной звезды. Оно было частично разрушено во время войн, перестраивалось, но сохранилось. И по сей день функционирует как музей, который мы в данный момент и посещаем. Помимо истории, связанной с развитием города, в музее есть экспозиция, которая показывает нам этническую составляющую людей, проживающих на этой территории. Население ЮАР традиционно классифицируется по расовому, а затем по национальному признаку на следующие группы: белые, черные, цветные, азиаты. Теперь подробнее о каждой. Доля белых в ЮАР в стране достигла пика в 22% около 1940 года, после чего она непрерывно сокращается из-за более высоких темпов роста численности черных. В настоящее время численность белых оценивается в 5 миллионов, из которых 60% составляют африканеры с родным языком африкаанс, потомки голландских, немецких, французских и других европейцев. Несмотря на то, что доля белых сейчас составляет всего лишь около 10%, она по-прежнему считается максимальной для стран африканского континента. Доля негроидов составляет около 80%, в том числе почти 40% это зулусы, 27,5% сото, 11,6% коса, 6,6% шангаан и цонга и 6,6% также цвана. Помимо этого в ЮАР проживают цветные, как мы их называем, мулаты, которых насчитывается около 9%, говорящие в
в основном на языке африкаанс и сконцентрированные на юго-западе страны. На юго-восточном побережье заметно присутствие выходцев из Азии, в основном из Индии, которых около 2% населения страны. В Кейптауне заметна еще одна группа – капские малайцы, мусульмане численностью около 200 тысяч человек, единственная мусульманская община страны. Цветные, или как их называют коричневые люди, особая расовая группа смешанного происхождения, составляющая значительную долю населения ЮАР и Намибии. Для большинства цветных ЮАР и Намибия родной язык африкаанс, точнее его особый цветной диалект, английский является родным для 10-15% цветных и очень широко используется как второй язык. Из того, что мы еще увидели в музее, это были покои, так сказать, генерал-губернаторов, на стенах которых висели картины, описывающие события тех далеких времен, их мебель и утварь. Как во всех крепостях и замках, здесь была комната для наказаний и пыток. Как же без нее? В те времена это было так же естественно, как сейчас иметь санузел или гардероб. Скажу честно, музей меня не впечатлил от слова совсем. Такая важная страница истории представлена экспозицией на уровне частного музейчика где-нибудь в карельской глубинке. Да, мне есть чем сравнить. И тот же антропологический музей Мехико ни в какое сравнение не идет с этим жалким зрелищем. Я уже молчу про наш Эрмитаж и оружейную палату. В общем, не доработали товарищи юарцы. Если вы прибудете в ЮАР с кратковременной программой, мой вам совет. Нечего тут делать, не тратьте свое драгоценное время. Кстати, тут мы заметили серьезную съемочную группу, которая работала над каким-то кино, с выставленным серьезным светом, большим количеством персонала, и было понятно, что тут работает как минимум Голливуд. Все засекречено, никто ничего не говорит и не дают снимать даже в их сторону. Кейптаун является съемочной площадкой у многих мощных кинокомпаний, так же как и Мехико, поэтому оказаться на съемочной площадке тут можно даже запросто. Обусловлено это низкой ценой рабсилы и множеством нужных городских и природных локаций. Думаю, что истории достаточно, хотя здесь разворачивались события и двух англо-бурских войн и много чего еще. Кому интересно, интернет вам в помощь. Я лишь хочу рассказать, кто такие буры, так как это слово на слуху у всех, кто хоть раз интересовался Южной Африкой. Так вот, буры – это субэтническая группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии. Бурами называют фермеров-африканеров, белых сельских жителей, а также бедных белых, большей частью потомков голландских переселенцев. Да, и сами себя африканеры бурами никогда не называли. Выйдя из музея, который территориально расположен в самом центре города, мы утыкаемся глазами в палатки и убогую утварь нищих и бездомных, а носом налетаем на запахи от продуктов их жизнедеятельности. Кейптаун очень разнообразный. Прямо за мной находятся палатки, в которых живут местные бомжи. И это не из-за того, что их там кто-то кинул или обидел, из-за того, что они просто не хотят ничего делать, это их стиль жизни. Вот они просто заняли это место. Здесь, если честно, очень фигово воняет. Если посмотреть сюда вниз, то здесь все изгажено, мусор, грязь. И это напротив самого главного, по сути дела, архитектурного сооружения, из которого началось, по сути дела, строительство всего Кейптауна. А сзади находится, как это не было странно, вот посмотрите, современный бизнес-центр, то есть такой типа как бы даунтаун, то есть это самая центральная площадь Кейптауна, и здесь живут бомжи и гадят в эти каналы. Ну, как-то непонятненько.
Да, мы так же, как и вы, были в недоумении, почему в таком богатом городе власти не могут убрать этих людей. И со всей ответственностью заявляю, что после нашего визита через некоторое время их убрали отсюда. Волшебство, ну никак иначе. Так что эта история уже в прошлом, и такого колорита гости Кейптауна больше не увидят. И слава богу. Продолжая нашу экскурсию по городу, мы отправляемся на территорию городского парка, который также имеет вековую историю. А вот теперь послушайте. И такое здесь не редкость. Мы все прониклись пением этих молодых людей, и хотелось там задержаться, послушать, посмотреть. Но, как всегда, надо бежать, времени нет, а еще много чего нужно успеть. У этого парка есть также своя история. Изначально вот этот прекрасный ботанический сад являлся садом-огородом. Дело в том, что голландцы, когда сюда приехали и основали свою колонию здесь, им нужно было выращивать провизию. И они привезли сюда растения, саженцы и первых 200 рабов. Потому что местное население не умело возделывать землю, и они не подходили для этого. Тут же был построен храм, больница и библиотека, правда уже под английским патронажем. В 1818 году лорд Чарльз Сомерсет, первый гражданский губернатор Капской колонии, издал прокламацию о контроле над торговлей вином, установив налог на вино, возимое в Кейптаун для продажи. Вырученные средства пойдут на создание публичной библиотеки, которая заложит фундамент системы, позволяющей молодежи этого удаленного уголка земного шара получить доступ к знаниям. Здание библиотеки Кейптауна имеет очень большое значение. Дело в том, что здесь хранится очень много оригиналов, книг, которым 300 или даже 400 лет. Когда путешественники и важные правительственные особы с различными миссиями передвигались мимо Южной Африки, они оставляли свои ценнейшие рукописи, записи, книги именно здесь, для того, чтобы, их сохранить и не возить, потому что, сами понимаете, шторма, кораблекрушение, это все имело место быть. Так вот, сначала эти книги хранились в церквях, но после того, как они там от сырости, от плесени начинали портиться, и будучи уже под патронажем Англии в 19 веке, построили здание библиотеки, и сейчас все книги находятся там, и она входит под защиту ЮНЕСКО. Прогуливаться по парку – одно удовольствие. Мощеные дорожки, уникальные растения и деревья, элементы садового интерьера. Все очень гармонично. А еще здесь сборище различных попрошаек. Это и голуби, и какие-то утковидные птицы, и различные белки. Кстати, здесь я впервые увидел белку альбиноса. Всех можно запросто покормить прямо с рук.
Выйдя из парка, мы немного поколесили по городу, чтобы, так сказать, присмотреться к нему. Что сказать? Город современный. В самом центре расположен деловой квартал с высотными зданиями из стекла и бетона. Офисы, учреждения, магазины – все как в любом другом большом современном городе. Частенько мы выезжали к зданиям, которые явно были построены в прошлом веке как минимум. По улицам ходят люди, ездят машины, попадаются полицейские. В общем, обычная жизнь обычного современного города. И все кажется здесь безопасным и доброжелательным. Все как бы так, да не так. Дело в том, что помимо своей деловой репутации, у Кейптауна есть репутация и криминальной столицы Африки. Да как же так, спросите вы? Все же так красиво, уличные музыканты, марафоны, нет ярко выраженных трущоб. Трущобы-то есть, я просто до них еще не дошел. А вот что можно с легкостью найти на просторах интернета про криминальную составляющую Кейптауна. Белого туриста зарезали в парке ради рюкзака. Мужчину расстреляли вместе с семьей за отказ купить пиво. Гангстеры казнили 3 детей выстрелами в головы. Такие новости о Кейптауне появляются практически каждый день. Казалось бы, административная столица ЮАР, где заседает парламент и находится правительственное учреждение, должна быть спокойным местом. На деле же город лишь закрепляет за собой славу одной из мировых криминальных столиц. Ситуация с преступностью в портовом Кейптауне начала ухудшаться полвека назад. И менее мрачной статистика, к сожалению, со временем не становится. Город буквально инфицирован культурой уличных банд, а разочарование в жизни, агрессия и жестокость стали обыденностью для жителей многих районов. За последние 5 лет число убийств удвоилось. Не последнюю роль сыграло распространение мощных и дешевых наркотиков, в основном метамфетамина, которые африканцы называют тик. Как вы поняли, с наркотиками здесь все хорошо. Во-первых, здесь легалайз на марихуану, а во-вторых, на улицах процветает черная торговля наркотиками посерьезнее. Как пишут в местных газетах, патологоанатомы Кейптауна не справляются с наплывом изувеченных трупов. На их вскрытие требуется в 4 больше времени, чем обычно. Из-за этого городские морги оказываются переполнены, и для хранения тел им приходится использовать морские контейнеры. В недалеком 2018 году в морги поступило около 12 тысяч покойников, и около 4 тысяч из них имели признаки насильственной смерти. Более половины всех убийств происходит в Кейп-Флетс, бюджетных жилых застройках в южной части города, где проживает около 2 миллионов человек. В особо бедных черных районах, таких как Наинга, уровень преступности вовсе зашкаливает. Более 250 убийств на 100 тысяч жителей. Звуки перестрелок здесь раздаются почти каждую ночь. А заросшие травой уличные спортплощадки используются отрядами местных мальчишек не для игры в футбол, а как поля для битв. Соперников стремятся заколоть ножом или застрелить. Конечно же, в эти районы мы соваться не будем, но в один из тауншипов мы заедем, чтобы вы смогли понять, как это выглядит. А теперь внимание! Кульминационный момент. От парка Виктория, который по сути является центром города и туристическим местом, до нашего отеля идти неспешным шагом ровно 1 минуту. И когда мы с моим другом Женей решили на сон грядущий немного прогуляться, это вызвало у персонала отеля и гостей, мягко говоря, шок. Юрист по разводам, он из Йоханнесбурга, это соседний город. Я задаю вопрос. Слушай, нас сейчас запугали, что здесь нельзя выйти из отеля, и здесь очень опасно. Но, слушай, это же мегаполис, это мировая туристическая столица. Да, мировая. Ворота. Что будет, если я выйду и пройду там 2 квартала. Пару кварталов вперед. Да. Он говорит, это просто невозможно, тебя убьют. Убьют сразу. Просто тебя убьют. И говорит, это не говорит о том, что я не уважаю вашу нацию, вы русские очень храбрые, но здесь убьют любого. Русский ты или не русский? Да, французский или итальянский вас просто убьют. Поэтому все то, что я вам рассказал ранее, чистейшая правда. Ночью выходить из отеля нельзя. Убьют. И притом это центр города. Единственным местом, где можно гулять вечером, это набережная. Точнее, ее часть под названием Waterfront.
Туда мы отправимся чуть позже, а сейчас давайте заглянем в один из тауншипов. И водитель, и наш гид были сильно напуганы, когда я достал камеру и, сидя на переднем сидении в нетонированной машине, начал снимать тауншипскую жизнь. При том, как они нас уверили, это хороший тауншип. Но на лице водителя было прям написано: «Господи, зачем я это делаю? Спаси и сохрани!» Сильно глубоко внутрь квартала он не поехал. Буквально проехав совсем чуть-чуть, и то по краю, он развернулся и выехал. И только после этого выдохнул. Тауншипы расположены на окраинах города и кажутся бесконечными. Одна- и трехэтажные бараки, железные крыши, развешанное белье и обязательный атрибут – спутниковые антенны. Вот привычная картинка тауншипов. Вот эти вот тауншипы, они делятся на те, в которых живут люди черные, и на те, в которых живут люди цветные. Вместе они не коммуницируют и постоянно друг с другом воюют, доказывая, кто из них сильнее и имеет большую криминальную власть в городе. Причину этого криминального разгула нужно искать в 1950 году, когда правительство приняло закон о регионах группового проживания. Тогда центральную часть города объявили территорией только для белых, а так называемых цветных, а также неугодных обществу бедняков, наркоманов, преступников начали массово перемещать в Кейп-Флетс. Из привычного образа жизни за 32 года выдернули 70 тысяч семей. Селили их в наспех созданных кварталах из однотипных трехэтажных домов. Люди тут же столкнулись с примитивностью новых улиц и ощущением изоляции от общества. Трехэтажки Кейп-Флетс состояли из одних лишь жилых ячеек, небольших квартир, рассчитанных только на родителей и детей. Кварталы не имели ни магазинчиков на углах улиц, ни баров, ни каких-либо других культурных заведений для социализации. Зачастую поблизости не было даже школ. В итоге, в отсутствии какого-либо надзора во дворах, а также от скуки, безделья и неимения других альтернатив, подростки Кейп-Флетс начали сколачивать группировки и погружаться в субкультуру уличных банд. А дальше банды крепли, выходили в другие районы, наркотики, проституция, оружие, разборки, убийства, в общем, все как в криминальных боевиках. Но не будем о грустном и раскрасим эту хмурую картинку яркими цветами. Этот красивый яркий район отчетливо видно с сигнальной сопки. И когда я говорил про 200 тысяч мусульман, живущих в городе, это, так сказать, их штаб-квартира. Веселенький райончик, не правда ли? Этот район в принципе не криминальный, но с телефоном или небрежно висящей сумочкой вы здесь очень даже запросто сможете расстаться. Этот район примечателен тем, что здесь все дома имеют различные оттенки. Дело в том, что раньше номеров домов не было, и вот так определяли принадлежность домов той или иной семье. Допустим, я живу в желтом доме, я в голубом, я в сером, я в розовом, я в коричневом. В этом районе нас привлекла одна мастерская. В районе Бэкап часть цветных домиков сдается в аренду различным художникам, поэтам, музыкантам. И мы пришли в один из таких домов, где расположена выставка зимбабвийского художника Натана Чикотте. Этот художник известен тем, что он создает вот такие картины из мусора. И одна из больших картин, она еще больше вот этой, была продана за 500 тысяч рендов, что в переводе на русские деньги означает 2,5 миллиона рублей. Здесь также представлены игрушки, различные статуи, в общем, куча всего, что сделано из мусора.
Вот такой прикольный райончик. А теперь пора уже отправиться туда, где и за себя опасаться не придется, и за свои личные вещи. На набережную, или как ее здесь называют, Waterfront. Но прежде чем мы это сделаем, навестим одно очень мощное заведение. Это отель «Сайло», который выполнен в здании бывшего старинного элеватора. Именно здесь, на 6-м этаже, находится бар, который известен на весь ЮАР, потому что отсюда открывается невероятный вид на панораму города и его набережную. И встретить закат здесь с бокальчиком юарского вина – это роскошно. Всем, кто сюда собирается, не забудьте про это место, вам понравится. Но сюда нужно записываться заранее. Я вам покажу набережную и в светлое время суток, и в темное, потому что выглядит она по-разному. Итак, что здесь есть? А есть здесь все, и все здесь едят. Потому что тут расположено большое количество шикарных ресторанов. И с морской кухней, и мясные, и японские, и китайские. В общем, это гастроцентр. Тут есть здоровенный молл, где можно купить все, что душе угодно, от одежды до гаджетов. Также здесь расположен большущий павильон с местными промыслами. Различные всякие модные принты, платья, костюмчики, вязаные истории. В общем, куча всего африканского в интересных расцветках здесь есть. Помимо этого, куча всяких поделок, картин. В общем, интересно посмотреть, потому что здесь раскрывается прям неповторимая африканская история в одежде, в изделиях, поделках, в общем, во всем. Без покупок точно не останетесь. И у фешенебельного отеля, и на площадке между ресторанами мы видим национальные фольклорные коллективы, которые поют и танцуют, создавая уникальную африканскую атмосферу. Тут же расположены доки для ремонта рыболовных кораблей и, собственно, причал. А еще тут есть вот такой живой уголок. Понаблюдав за этими милыми животными, мы поняли, что они играют в игру «Царь горы». Если честно, такое мы уже видели на пирсе в Сан-Франциско. И это не мудрено, потому что Кейптаун и Сан-Франциско являются городами-побратимами. В темное время суток здесь еще красивее, потому что все сверкает, блестит и просто радует глаз.